Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, сижу дома вот уже 3-4 дня. Наверное, даже по видеоролику видно, что я немножко приболела. И по голосу, наверное, слышно. В общем, какая-то ходит инфекция. Сейчас все расскажу. Плохо стало мне, наверное, вот 4-3 дня назад. Короче, слезы текут просто ручьями, как правильно сказать. Даже не ручьями, даже больше. Ведрами, наверное. Из носа, сопли, то есть кашель, горло болит и нету сил. Я сначала думала, что я простудилась. И я думала, что у меня, простуда, там, замерзла. Может быть, меня продуло. Но при этом я не помню такого момента, чтобы я мерзла где-то. То есть вот, но я почему-то думала, что это простуда. Ну, потому что сопли, слезы и горло — это как бы всегда для нас, да, вот простуда. И я даже не думала, что это какая-то инфекция. Когда я зашла, прочитала, для меня и ОРВИ простуда, и я не думала, что ОРВИ — это инфекция. То есть век живи, век учись, да, и дураком помрешь. И действительно, вот ОРВИ — это и есть инфекция, по сути. Но там и написано, что в простонародье, говорит, все называют ее простудой. Вот. Но я думала, что все-таки простуда, это не передается, это не передаваемый способ. Там это типа, наверное, от организма только зависит. То есть простудился человек, замерз, и вот вам болезнь. Нет. Потом у меня одна подруга, по голосу слышно, приболела. Точно такие же симптомы. Потом вторая. Точно такие же симптомы. Потом третья. Потом четвертое. И все мы сидим, главное, дома. Все мы не работаем. У всех у нас чисто мужья работают, мы все сидим дома. И все мы, то есть мы даже и не контактировали между собой прям на этой неделе. И все мы примерно одинаково болеем. То есть сейчас, получается, в Турции ходит инфекция такая на, ОРВИ, короче, где, просто вот не помню такого, чтобы настолько сильно слезы текли, то есть настолько сильный насморк, и при этом кашель. И вот когда ты дышишь, тяжело дышать, и это уже сколько, 3-4 день у меня, и при этом нет сил. В общем, я не то что видеоролик вам записывать не могла, я даже встать с кровати не могла, я спала все эти дни, можно сказать, прям вот тянет спать. По дому что-то вот буквально немножко поделаешь, и все, и становится настолько тяжело, прям падаешь от того, что нет сил, вот это вот бессилие какое-то, оно все еще продолжается, но уже легче, поэтому я решила сегодня записать для вас ролик. Вот, так что, кто находится в Турции, пишите, есть ли у вас такое. Встречалась ли там, может быть, кто-то из близких, может быть, и где вы находитесь, самое интересное. Интересно, насколько этот вирус, не вирус, инфекция распространяется. Вот, я пью, в общем, таблеточки, сейчас покажу. Вот такие вот таблетки. Ну и еще пью сиропчик. Сиропчик уже, можно сказать, допила, но кашель не проходит. Вот он сухой, он вот не может вот перейти в мокрый. И это прям чувствуется, прям когда дышишь, ты чувствуешь, что у тебя там все забито, и оно не выходит. Вот, так что Ибуколд, знаете, они, короче, с витамином С, они очень помогают при вот, когда вот именно вот слезы текут, насморк, да, все вот течет, оно приостанавливает этот процесс. Оно чем-то похоже, вы знаете, раньше такие порошки были, Терафлю, но это как в таблетках, но они тоже желтенькие. И вот они чем-то похожи. Там есть и обезболивающее, потом еще одно действующее вещество, как раз таки типа и как противоаллергены, то есть от вот этой вот слизи, то есть очень такой классный препарат для себя. Вот я обнаружила его, прописывали сыну, он как-то ходил
с кашлем к доктору, и вот его прописывали. И как вот прям хорошо, что он у меня лежит. Вот. А сегодня пятница, я бы очень, конечно, хотела сходить на рынок, потому что у меня и киви, можно сказать, закончилась на прошлой неделе. Кто смотрел, я ходила за киви на рынок, да, и купила я там 3 килограмма киви. За неделю мы съели. Вот, все-таки недостаточно, да, витамина С в таких вот чисто фруктах надо покупать. Вот, надо покупать, приобретать. Витамин С нужно пить на постоянной основе. Потому что я изучила, оказывается, суточная доза витамина С для взрослого человека это 90 миллиграмм. В киви, в одном киви действительно как бы содержится, в интернете пишут такое количество, да, но написано, что немного какое-то воздействие, солнечные лучи, там элементарно даже что-то, ну вот, полежал фрукт долго, все, в нем витамина С уже остается меньше, во-первых, а во-вторых, я уже всем рассказывала, что да, сейчас земля такая, то что очень мало витаминов остается в фруктах. Недавно проходила обучение. У нас в Атоме всегда проходим мы обучение. И рассказывала нутрициолог. И она то же самое рассказывает, что и я как бы все об этом я читала, узнавала. Что реально сейчас земля такая вот она. То, что ее постоянно, да, не дают отдохнуть, то, что ее опрыскивают всякими химикатами, то, что вот эти микроорганизмы, которые нужны для Земли, их остается меньше на верхнем слое, и поэтому как бы витаминов во фруктах, овощах сейчас очень мало. Поэтому витамин С, оказывается, вымывается. И вообще, когда витамина С нет в организме, очень многие процессы в организме не выполняются. Во всех практически процессах участвует витамин С. И в соединительной ткани, и в усвоении желез даже нужен витамин С. И витамин С также во время стресса, во время депрессии просто катастрофически уходит из организма, поэтому стрессовать, депрессовать не стоит, всегда надо находиться в хорошем состоянии. Вот такой вот сегодня блог у меня о здоровье. Сегодняшний ролик будет, вот, наверное, посвящен для здоровья, да. Вот тоже смотрела, даже вот мы гранаты покупали, у меня все муж, гранаты надо есть, витамин С. В интернете почитала, в одном гранате содержится 4 миллиграмма витамина С. Представляете? 22 граната надо съесть, чтобы получить эту дозу. А доза суточная идет от 90. Если ты болеешь, там написано в интернете, почитайте, нужно 500 миллиграмм в день принимать. Представляете, сколько это надо гранатов съесть? Ну, штук 5 киви, и то они должны быть идеальны. Только сорвал и сразу съел. И то, наверное, там не содержится уже. А витамин С, еще раз повторяю, вымывается, он не накапливается. Каждый день человеку он необходим, представляете? Поэтому вот витамин С в Атоме я покупала, пропивала его. Правда, уже месяца 2 прошло. Еще сейчас планирую заказать. Здесь вот в одном стике 500 миллиграмм. В одном стике 500 миллиграмм. Представляете, да, какая доза хорошая? И здесь 90 стиков. То есть это на 3 месяца хватает. Представляете, да? Сколько стоит? В Турции 500 с чем-то лир. Вот когда я в аптеке покупала витамин С, помню, последний раз, 100 с чем-то было 10 штук. 10 штук. А еще говорят, там содержание очень маленькое, и там в основном только аскорбиновая кислота. А в Атоме 90 штук, 500 с чем-то, да, он лир стоит здесь. И получается в одном стике 500 миллиграмм. И все 7 изомеров витамина С присутствуют в этом. А там, говорят, вот в аптеках только аскорбинка. Вообще в аптеках очень много синтетических препаратов. Вот в Атоме все препараты, все БАДы, они из натурального, из продуктов натуральных берутся. Вот, допустим, витамин С в основном из фруктов полностью.
Вот, и все 7 изомеров присутствуют, и во время болезни один стик, все практически достаточно. Вообще до 2 миллиграмм, до 2000 миллиграмм человеку можно. Это вот если даже жесткий авитаминоз. Говорят, что в России очень жесткий авитаминоз витамина С, поэтому типа им нужно там пить чуть ли не вот эти большие дозы. Поэтому 500 миллиграмм, конечно, это хорошо. Вот я детям давала полстика, получается, они получали по 250 миллиграмм. У детей норма от 30 идет, там тоже как бы до 500 вроде. Но 500 это во время болезни для взрослого все-таки. Ну, я думаю, это если у вас идеальные анализы, конечно же, надо анализы сдавать все-таки, надо консультироваться еще и с врачом, прежде чем принимать вот эти БАДы. Я вот принимала химохим, вам рассказывала, да? Я принимала вот прохладное время, было, наверное, вот май. Я помню, ролики даже у меня есть, где я такая вот в кофте сижу уже, как бы в мае это было, да, мы начинали на море ходить, я на море, помню, видео записывала с химохимом. И я его пропивала, с тех пор прошло, считай, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ну вот как раз 6 месяцев. Его надо пропивать один раз в полгода. Я вот, наверное, помните, да, я его пропила, вообще говорила, не болела сколько, очень сильно об этом рассказывала и хвасталась. И вот оно как работает, реально полгода истекло, я сейчас заболела, иммунитет ослаб, надо еще раз его заказать. Вот кто будет ехать сюда, я, дай бог, его закажу себе, не только себе, я давала мужу, я давала детям, вот сколько я давала, да, они не болеют сейчас. Даже вот я болею, они от меня не заразились. А старший вот болеет, ему тоже надо пропить. Мне и старшему надо вот тоже еще раз пропить. В общем, в полгода один раз, если будете пропивать химохим и будете пропивать витамин С часто, то есть почаще, да, вообще желательно каждый день по одному стеку. Но если какие-то есть заболевания, вот даже нутрициолог тоже так же говорит, если есть какие-то хронические заболевания, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. И можно вообще сдать на витамины анализы и посмотреть, каких витаминов в организме не хватает. И если даже вот не БАДы, хотя бы употреблять такие продукты, вот в интернете смотреть, каких не хватает, в каких продуктах есть витамин, тот, который вам не хватает. В интернете прочитать все это и вот это нужное количество восполнять хотя бы таким образом, хотя бы покупать, кушать вот эти продукты. Вот как я. Я пыталась перехитрить, да, покушать киви, но я не могла в день по 5 киви есть. В день, ну, одно, ну, 2 максимум. Так что вот эти БАДы, они вообще прям классные. Вообще вся продукция Атоми крутая, мне очень нравится. У меня вот подруга начала пользоваться, она тоже раньше Фаберликом пользовалась, а здесь Фаберлика нету, он есть в Хабси-Бурата, там на Трендиоле, но в разы дороже. Кстати, Атоми тоже есть на Трендиоле, на Хабси-Бурата тоже в разы дороже. Там очень, как бы, на 3-4 раза дороже продают. Не знаю, интересно, сами турки пользуются этим продуктом или нет, но можно просто самим заказать прямо до дома и не париться, и не переплачивать напрямую от производителя, без всяких посредников, да, которые навариваются на этом. Вот, и у меня подруга, у нее был, в общем, на голове, вот у меня у сына старшего было такое тоже, он чесался вечно, и у него корка появлялась на голове. Забыла, как называется, он что-то кожный, типа что-то, короче, заболевание кожи головы. Вот, и он мне, когда шампунь с Атоми попробовала, у него все прошло, и мы все еще пользуемся, у него все хорошо. У него густые волосы, я думаю, возможно, из-за этого у него то, что вот воздух не поступает, может быть, поэтому. И вот у меня у подруги, она тоже мучилась, и что только не пробовала, и какие только средства не делала, и вообще даже в больнице, говорит, лежала из-за этого, то есть пробовала всякие методы. Не получилось ей избавиться от вот этого вот. И когда она попробовала шампунь, у нее сейчас все это прошло. Представляете, насколько качественная продукция и насколько она действительно помогает людям. А при этом еще я зарабатываю. Вот недавно у меня был
было поступление, сейчас вам ставлю. Да, у меня канал, то есть аккаунт на мужа, потому что у меня у мужа самозанятость, а деньги можно выводить через самозанятость, поэтому я решила зарегистрироваться на мужа. И вот эти денежки уже могу я уже выводить там через самозанятость. Можно, кстати, самозанятость оформить даже удаленно. В общем, пользуюсь продуктами, советую людям, и ко мне возвращается кэшбэк. Ну, пока что для меня это не зарплата, пока что для меня это как бы, ну, маленькие деньги, как кэшбэк. Я пользуюсь, мне возвращается кэшбэк. Так что этот интернет-магазин, он очень крутой, он еще и кэшбэком вам возвращает денежку, да. Вы можете ее снять через самозанятость, там 6% получается налог, ну вот на самозанятость, и все деньги остальные выводите. Это все прозрачно, все прям в России все это уже сделано. Единственное, в этот интернет-магазин, это и клубный интернет-магазин, и в него попасть можно только через партнера Atomy. То есть зарегистрироваться можно через партнера Atomy. Это абсолютно бесплатно, нет ежемесячных закупок, как от других там всяких интернет этих магазинах, там, ну, сетевых, там, я не знаю. Там надо каждый месяц что-то покупать на 10 тысяч, ну, там, чтобы вот эти вот баллы приходили. Здесь нет такого, здесь вообще нет никаких закупок, нет минимальной какой-то цены покупки. Ты можешь даже на 200-300 там крема какие-то заказать себе, то есть без разницы, когда хочешь, тогда покупаешь. То есть крутой, вообще мне очень сильно нравится. Я все, что пользуюсь, я и гелем для мытья посуды пользуюсь, я обожаю его, кстати. Он у меня закончился, я купила средство за 40 лир в магазине на днях. У меня немножко он с опозданием пришел, но вечно я опаздываю с этими моментами. И у меня муж говорит, блин, говорит, посуда воняет, он у меня, короче, всю посуду кипятит. И вот даже, говорит, когда кипятишь, вот этот пар химии воняет, это химозой пахнет, говорит. А вот этот вот гель для мытья посуды, он натуральный. Им можно мыть эти посуду для детей, бутылочки, да, им можно мыть фрукты. Единственное, он очень сильно концентрированный, там литр идет, и его нужно разбавлять водой перед тем, как мыть. У меня тетя тоже заказала, сейчас просто на 7-м небе от счастья. Она еще заказала салфетки-губки, я их не пробовала заказывать, конечно. Она говорит, они неубиваемые, и вообще салфетками, когда, говорит, убираешься, говорит, настолько чистят поверхность. Да, конечно, надо попробовать тоже. Ну, я еще пока вот по БАДам, по косметикам, ну вот из чистящих я даже еще порошок не пробовала. Говорят, порошок тоже выгодный очень сильно, намного-много стирок хватает, при этом также не воняет, при этом у кого там аллергия, он гипоаллергенный идет, то есть тоже очень крутой. Я на днях купила порошок обычный в магазине, и сейчас записываю, насколько стирок хватает. Я раньше даже и не думала об этом. Еще хочу сравнить с порошком Atomy. Там написано, сколько количество стирок. И посмотреть, выгодно ли реально покупать. То есть для меня это важно. Для меня в первую очередь это выгода, экономия. Поэтому пока я чувствую, что у меня на этих средствах более такое экономия получается в плане, в финансовом плане. Вот. Надолго хватает, вот даже пенку для лица, для умывания я купила, за 600 рублей она стоит. Уже очень давно пользуюсь, да, для очищения лица. У меня все 4 средства, там 4 средства. Если покупаешь сразу 2400 получается, если по отдельности покупаешь, вот пенка, допустим, отдельно, и 600 рублей стоит. На год хватает. Представляете, вот маленькая горошинка, да, руки намыливаешь, лицо моешь, достаточно. И поэтому, как даже вот эти вот БАДы все, они тоже концентрированные идут. Вот, допустим, есть омега-3 в Atomy. Ее обычно в аптеках покупаешь, по 6 капсул пьешь в день. А здесь в Atomy по 2 капсулы. То есть вот таким вот образом получается намного выгоднее. То есть там сразу на большую семью можно, вот даже 90 штук, на большую семью, надолго, сразу на большие сроки, концентрация большая. И шампуни также, и вот это чувствуется все, и вот ты влюбляешься в это. И даже вот сейчас, да, я пользуюсь
таким стиком от морщин, я вам уже показывала. Кто на канале впервые, можете заходить в мои шорты, я все там обычно закидываю по поводу препаратов. Делюсь, чем пользуюсь. Тушь обалденная просто. Ну, короче, крема гипоаллергенные, я не чувствую их вообще на лице. В общем, наболтала вам сегодня по поводу вот этого. Но это здоровье. Вот даже ватами вот я нахожусь, да, вроде как просто слушаю нутрициологов, там каждый день обучение, кстати, бесплатное обучение корейскому языку сейчас будет, я просто в шоке. Сколько всего бесплатного, столько инсайтов, тут психологи у нас, нутрициологи, врачи, педиатры. Я не знала раньше, я недавно узнала, что вот как раз-таки врач-педиатр рассказывал, что оказывается этот пробиотик, у нас вот в атоме, сейчас покажу. Наш пробиотик содержит, да, пробиотики и пребиотики. То есть это и питание, и сами бактерии. То есть питание для них для чего? Если нет питания в организме, то бактерии умирают. Это просто деньги на ветер. Я смотрела, в аптеку заезжала, спрашивала. Я говорю, сколько типа стоит именно пробиотики, именно чтобы были и пребиотики, и пробиотики. Они мне говорят, вот, говорит, есть препарат такой, я посмотрела по количеству, там намного меньше содержания, 350 лир и на месяц. В этом случае 60 стиков на, получается, 2 месяца. Содержание огромное просто. Тут 3 миллиона пробиотика, бактерий. Ну, короче, я в этом особо не разбираюсь, но, в общем, можете зайти в интернет, набрать пробиотик атоми и почитать по содержанию. В общем, ладно, это один момент, да. Второй момент, я узнала вот у этого нутрициолога, нет, у педиатра я узнала, что, оказывается, пробиотики нужно пить после антибиотиков. А я всегда пила одновременно. Там, ну, после часа, после приема, после того, как пройдет час пила, либо вечером перед сном пила. И я недавно только узнала, что, оказывается, пробиотики нужно пить обязательно после приема. Вот вы закончили прием антибиотиков, только после этого. Представляете? Я тоже не знала. Кстати, вот эти пробиотики очень классные. Когда мы давали детям антибиотики, мы еще и пробиотики давали. Их полстика тоже так же. Вот. И вообще много что узнаю в атоме. Это очень полезная вещь. Это не только качественные продукты, но еще и знания. У меня муж покупает, вечно забывает это слово, шиповник называется. Вот, он заваривает его постоянно в термосе. И опять-таки вот, нутрициолог сказала, что в термосе, в металлических посудах нельзя заваривать шиповник. В нем, говорит, не остается вообще ничего. И он начал в стеклянной банке заваривать теперь. Действительно, даже вот когда в стеклянной банке мы заваривали, более насыщенный такой вкус получился. Она объясняла как-то это. В общем, память у меня не очень хорошая, быстро забываю, поэтому... А это все есть в записях, я, в принципе, могу пересмотреть и послушать это. В общем, как-то так. Очень полезно в плане здоровья, очень полезно вообще в жизни, да, все понимать. Как раз-таки вот этот нутрициолог, она говорит, если есть какое-то серьезное заболевание, вот с БАДами тоже шутить нельзя. Надо обязательно проконсультироваться с врачами, хотя вот эти БАДы все с атоми, они находятся в государственном справочнике ГИОТАР, то есть они введены в справочник государственных медикаментов, откуда как раз-таки берут препараты, назначают медицинские работники. Поэтому как бы в принципе врач тоже может их назначить, просто из-за своего незнания может как бы, ну, именно эти препараты могут как бы не назначаться. Поэтому проконсультироваться, сказать, что они есть в ГИОТАР. Вот. Если есть возможность сдать анализы на витамины, потому что избыток витаминов, в принципе, тоже не совсем хорошо в организме.
Но если вот послушать уже ученых, говорят, что в основном уже не избыток, а в основном авитаминоз у всех. Особенно, говорит, кто живет в России. Ну, я слушала просто русских вот этих вот, которые изучали именно Россию, поэтому как бы говорю. Вот. Такие дела. Хочется много рассказывать, да, об этом, много показывать, очень много всего. Проще вам зайти в интернет-магазин, просто набрать «Атоми Россия», заходите на сайт, смотрите, читаете. Там есть такие наверху, сначала идут комплекты, то есть большие такие упаковки, и ниже спускаетесь, отдельно идут. Отдельно уже, каждые отдельные тюбики, они дешевле, вот даже элементарно 600 рублей пенка для умывания, которой хватает на год, это вообще, по сути, да, копейки, можно сказать. Кстати, там есть тоже гидрофильное масло, тоже такой же тюбик, 600 рублей гидрофильное масло, это вообще поражает, потому что это очень дешево. Вот. Есть отдельно гидрофильное масло такое, то есть там очень много всего. Кому интересно, смотрите, заходите. Кто в Турции набирает «Атоми Турция», тоже заходит на сайт, смотрит «Атоми Турция». Вот. И если уже вы захотите что-то себе заказать, я вас зарегистрирую. Кому интересно, как получить кэшбэк, это я вам тоже расскажу, так что пишите мне. В описании у меня есть ссылочка в Телеграм. Также я скидываю ссылку на продуктовый чат. Кому интересна продукция, можете заходить в WhatsApp группа у меня продуктовый чат. Тоже по ссылке в описании. Заходите в этот чат, я каждый день туда скидываю информацию по поводу продуктов, отзывы, кому как помогло. И там уже можете найти мой номер телефона, написать мне в личку, если что-то нужно заказать. Если боитесь регистрироваться, я могу вам отправить, зарегистрировать, то есть через себя отправить продукт. Попробуйте так сначала, вот, без регистрации. То есть, в принципе, регистрации ничего сложного, ничего страшного нету. Регистрирую я вас, дальше объясняю, как заказывать. Это ничего сложного. Вот. Сегодня, в общем, такой только ролик, потому что пока надо набираться сил, пока надо лечиться. Вот, обязательно, как начну выходить на улицу, записывать буду еще ролики интересные. Вы пишите свои комментарии, будьте здоровы. Спасибо большое, большая благодарность всем, кто меня смотрит постоянно. Я уже многих знаю по комментариям. Всем спасибо. Будьте здоровы, будьте счастливы, не болейте. Всем мирного неба над головой. Всем пока.